Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 21 июня. Поговорим о народном празднике этого дня, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, а также уделим вниманию Дню летнего солнцестояния. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать, как же правильно провести этот день, чтобы удача, благополучие и достаток были с вами на протяжении целого года. Итак, по народному календарю в этот день отмечается народный праздник Федор Колодезник. Также в этот день приходится и летнее солнцестояние. Это достаточно мощный энергетический день, в который, как верили в древние времена, можно изменить судьбу. Как мы уже сказали ранее, в народном календаре этот день значится как праздник Федора Колодезника, а священники в этот день отправлялись в поля, чтобы прочитать молитвы и защитить урожай от непогоды. А девушки в этот день гадали и устраивали праздничные гуляния. 21 июня православные верующие чтут память великомученика Феодора Стратилата, который жил в III и IV веках. Святой считался покровителем христианского воинства. Согласно воспоминаниям, Федор был юношей красивым, храбрым и талантливым. Он жил при правлении императора Лициния в период гонений на христиан. Также сегодня отмечают свой день и люди, которые специализируются на строительстве колодцев. А обычные люди верили, что в этот день обычная вода, которая находится в колодезе, обретает необычайные целительные свойства. В этот день было принято вывозить навоз в поля, чтобы удобрять землю, а также старались принимать участие в этом все члены семьи. Мужчины это загружали, дети перевозили, а женщины разбрасывали. А старики в этот день готовили обед, который обязательно должен был состоять из 12 блюд. Согласно народным приметам, в этот день можно было о многом узнать. Если утром будет наблюдаться большая роса, то урожай в этом году будет потрясающим. Еще роса предвещала хороший урожай льна. Плохой сенокос будет, если в этот день сильная гроза. Предвещается долгое ненастье, если очень громкая гроза в этот день. Если вы заметили, что птицы замолчали, значит через несколько часов начнется гроза. В этот день запрещалось подметать пол веником, ведь можно было все хорошее вымести из дома. Обойдите стороной сегодня веник, а если у вас и появилась потребность, то лучше используйте пылесос или, как вариант, помойте пол сразу. Также не рекомендуется в этот день отправляться на пробежку. Можно убежать от своей судьбы и даже навредить себе физическими упражнениями. В этот будний день оставьте любые физические нагрузки на потом. Максимум, что можно сделать, это небольшую зарядку в домашних условиях. Потяните свою спину и ноги. Постойте в планке или сделайте несколько простых упражнений. Это позволит включить каждую мышцу, но в то же время не перегружать свое тело. Не отказывайте сегодня людям, которые обратились к вам за финансовой помощью. Если вы проявите игнорирование такой просьбы, то финансово в этом году вы не вырастете. Сегодня очень нежелательно подписывать важные документы, брать кредиты, связывать себя какими-то финансовыми обязательствами. Старайтесь сегодня избегать каких-либо споров. Это удается не так легко, но все же возможно. Обсуждение особенно важных вопросов лучше просто сейчас отложить. Оно может закончиться конфликтом и разногласиями настолько, что не получится в дальнейшем все сложить вместе. Вам трудно сегодня прислушиваться к чужому мнению. Отстаивая свою точку зрения, вы порой так увлекаетесь, что просто забываете о каких-либо фактах. Но вы на правильном пути, сейчас самое время услышать себя и поступить так, как вам этого хочется. День не подходит для публичных выступлений, посещения каких-либо государственных организаций, потому что есть опасность попасть в какую-либо неловкую ситуацию.
День благоприятен и для отдыха. Прекрасный период для общения с родными и близкими людьми. Уделяйте им больше внимания, проводите время в кругу семьи, побольше общайтесь с детьми, им явно не хватает вашего внимания. Не исключено, что поддержка потребуется и родителям. Убедитесь в том, что их здоровью никто и ничто не угрожает. Семейные конфликты сейчас маловероятны, да и с любым человеком вы не станете ссориться. Если есть возможность, смените обстановку, отправьтесь в небольшие поездки. Они помогут вам взглянуть на мир иначе. Возможно, вы начнете ценить короткие моменты. Очень сегодня вероятны незапланированные поездки, которые будут весьма интересными. Неважно, с какой целью вы отправились в поездку. Приятных впечатлений в любом случае будет предостаточно. Однако стоит не забывать про осторожность в пути. Вам не стоит отправляться в дорогу в одиночестве, а также проводить много времени за рулем. К поездке, даже к незапланированной, все же надо быть подготовленными, стоит учитывать любые мелочи. И обязательно проверьте, все ли документы взяли вы с собой в дорогу. Внимательно присмотритесь к окружающим, ведь не исключено, что человек, которому предстоит сыграть самую важную роль в вашей жизни, уже рядом с вами. Вечер готовит приятную встречу, так что будьте настроены на позитив. Но не спешите распахивать душу и выставлять свою личную жизнь на показ. Свободное время сегодня лучше всего посвятить свиданиям, общению с интересными людьми и развлечениям. Здоровье будет ваше в полном порядке, но забывать про занятия спортом нельзя. Тренировки помогут вам избежать остеохондроза. Сегодня желательно избегать серьезных физических нагрузок. Сейчас они не идут на пользу вашему здоровью. Можно сходить в баню или в сауну, а еще лучше запишитесь на массаж или запишитесь на сеанс мануальной терапии. А вечер посвятите отдыху, это поможет снять эмоциональное напряжение. Только не сидите дома, гуляйте, проводите больше времени на природе, свежий воздух наполнит вас новыми силами и мыслями. Постарайтесь больше общаться и выходить в свет. Вы привлекаете людей активностью и открытостью. Постарайтесь выйти из своего заточения, чтобы заинтересоваться чем-нибудь интересным. Если вдруг попросит вас ходить с ним в музей, ваш друг, знакомый, пойдите и в кино, и в театр. Игра, как говорится, стоит тех свеч. А вот День ангела отмечают сегодня, 20 июня, Василий, Ефрем, Константин, Павел и Федор. Также обращаем ваше внимание, что 21 июня наступает день летнего солнцестояния. В этот период световой день самый продолжительный в году, а ночь самая короткая. Поэтому этот день считают мощнейшим для того, чтобы привнести перемены в свою жизнь. Можно избавиться от любого негатива, можете зарядить свои самые любимые драгоценности и украшения позитивной энергией Солнца и привлечь в свою жизнь перемены к лучшему. Для нового дня советую мы встретить с восходом солнца, проснуться утром и обязательно поприветствовать солнышко. Однако все усилия могут пропасть даром, если нарушить запреты, которые соблюдали наши предки с древних времен в этот день. Поэтому в этот день не стоит скандалить, ругаться, сквернословить, проявлять агрессию, а также выяснять отношения, сплетничать и клеветать. Нельзя в этот день предаваться тоске и грусти, апатии, плакать, рыдать, скорбить по усопшим людям, иначе эти эмоции останутся с вами на весь год и грозят новыми бедами. Нельзя также думать и о плохом и злом, пытаться визуализировать какие-то страшные моменты жизни, оборачиваться к прошлому, плохое может сбыться. Нельзя в этот день лениться и отказывать в помощи просящим, ведь год будут терзать финансовые проблемы. Также в этот день не принято было готовить выпечку, потому что блюда получатся неудачными. В этот день также избегайте смотреть на свое отражение в воде, иначе потеряете счастье в личной жизни или шанс на любовь, если вы одиноки.
Также в этот день постарайтесь не надевать одежду темного цвета, постарайтесь наоборот выбрать светлые тона. Это привлечет хорошие события в день летнего солнцестояния. Также в этот день нельзя стричь ногти и вообще делать маникюр и педикюр, иначе вы можете лишиться иммунитета. Также обращаем ваше внимание, что в этот день ожидаются магнитные бури, поэтому метеочувствительным людям лучше все-таки не выходить из дома и стараться быть очень аккуратными. А сны, увиденные в эту ночь, могут оказаться для вас вещами. Если хотите, чтобы они сбылись, никому не рассказывайте о своих сновидениях. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 июня 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидают 22 и 23 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю это день мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностях, и любые знания легко усваиваются. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, даже о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, которые имеют для вас достаточно большое значение. Приготовьтесь к тому, что информация в этот день будет обрушиваться на вас сплошными потоками, и вы должны сквозь эти лавины интуитивно услышать, уловить только самое важное, нужное, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни. Это знаки, которые посылаются энергетикой этого дня. И они помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся обстановке, подскажут, как вы должны действовать в будущем. Вы будете постоянно сегодня чувствовать обострившуюся интуицию, которая поможет вам в поиске правильного и нужного пути. Имейте в этот день слушать себя, чтобы скрыть тайники своего сознания. Возможно, в этот день вам откроются такие знания, которым нужно будет обязательно поделиться с окружающими. Знаете, что этот день поддерживает передачу любого опыта. Только постарайтесь сделать это без всякой чванливости и непонимания того, что вы делаете. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что по лунному календарю сегодня многие, конечно же, интересуются, а можно ли стричь волосы. Знаете, что в этот день стрижка приветствует изменения в образе. Очень, кстати, будет сходить и в салон красоты. Вы можете подстричься, сделать новую прическу или просто подровнять секущиеся кончики. У вас все получится. Даже незначительные изменения заметно дополнят ваш образ. Не возбраняется сегодня и наращивать волосы. Так вы улучшите кровообращение и питание волосяных луковиц. Если вы достаточно смелый, то нарастите несколько цветных прядей. Это сделает вас моложе в глазах супруга и коллег. Косметические процедуры произведут сильный оздоровительный эффект, и это значительно улучшит вид волос. Улучшая их состояние, вы сделаете заметный вклад в карму. Здоровье улучшится, а деньги будут оставаться всегда при вас. А мужчины будут ценить и любить вас. Но все же постарайтесь уделить время друзьям, все-таки это их день. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в светлые тона поможет привлечь к вам хороших и искренних людей. В прическу вы можете добавить и некоторые аксессуары, такие как металлические шпилечки или заколки. Они вам в этот день принесут удачу и понимание того, что вам нужно делать. Друзья, вот такой у нас с вами пройдет день 21 июня по народным приметам и лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всех вам благ, друзья! Услышимся уже с вами в следующем видео. Оставайтесь с каналом Эзотерика для тебя.